Добрый день, друзья! Сегодня я продолжаю отвечать на вопросы, которые мне присылают. Итак, вот один из вопросов. Как понять, что о вас кто-то думает? Ну, в первую очередь, если вы человек чувствительный, если у вас неплохо работает интуиция, вы всегда это будете очень хорошо ощущать. Во-первых, возникают какие-то мысли, вот случайно, ну, допустим, чем бы вы ни занимались, на работе, дома находитесь, утром, вечером, в любое время может появиться ощущение, что вот о вас думает конкретный человек. Вы как бы его вспоминаете. Либо резко вспоминается, допустим, тот, с кем вы давно не общаетесь. Это может быть любой человек, знакомый, незнакомый, допустим, вы его просто видели, но не общались с ним, не было никакого контакта. И, естественно, это уже как некий такой звоночек о том, что человек о вас вспомнил. И если у вас мысли о конкретном лице, они возникают очень часто, ну, допустим, вот в течение там нескольких дней, вот вспоминается какая-то, допустим, подруга ваша, с которой вы не общались там месяц, а может быть там год не общались, а вы о ней не думали. То есть вы жили обычной жизнью, своей какой-то размеренной, а может быть наоборот, абсолютно неспокойной жизнью, и вдруг возникает вот мысль из ниоткуда о человеке, которого нет в окружении. Но, допустим, другая ситуация. Человек находится всегда рядом. Да? К примеру, вы работаете. И вы о нем думаете постоянно. Ну как постоянно? Допустим, вы пришли домой, у вас какие-то свои дела, готовите кушать, и вдруг вспоминается человек. Ни с того, ни с сего. То есть вы понимаете, да, вы для себя какие-то делаете выводы, что это не ваше, да, то есть не вы о нем думали, и вот в итоге пришли к выводу, что, наверное, да, наверное, он обо мне говорит сейчас с кем-то, либо он обо мне думает, вспоминает. Нет, это скорее всего вот не связано с вашим ходом мысли. Вот когда вы человека специально не вспоминаете, вот это однозначно один из признаков того, что человек думает о вас. Еще один признак – это когда человек неожиданно приходит во снах. Причем это может быть с какой-то периодичностью. Вот. Опять-таки, вы о нем не думали на протяжении долгого периода, месяцы, а может быть и годы, и вдруг он начинает постоянно сниться. Тоже это говорит о том, что есть какой-то контакт с ним, то есть от него исходит. И вот даже в моей практике я уже неоднократно находила подтверждение таким вещам, потому что когда люди в итоге встречались, да, спустя какой-то там период времени, то тот, кто вот вспоминался, естественно, он говорил о том, что да, я скучал, мне хотелось общения, но какие-то определенные обстоятельства, может быть, просто страхи, они мешали этому контакту. Еще один вопрос в эту же тему, который мне задают. Если постоянно думаю о ком-то, я параноик, смотря какая ситуация и смотря как долго вы думаете. Если это уже что-то такое навязчивое, когда неконтролируемое, и человек сам подливает масло в огонь, то есть он сам интересуется кем-то, да, то, допустим, вот он думает, девушка думает о молодом человеке, и она еще и ищет какую-то информацию о нем в соцсети, в целом в интернете, либо она за ним каким-то образом следит, либо она ищет с ним контакта, вот
повседневной жизни, то это уже отдельная история. То есть это нельзя назвать ни паранойей, ни какой-то кармической связью, потому что, еще раз, каждый случай уникален, он индивидуален. Но это вот такое поведение, когда человек сам себя затягивает, как в сети, да, это что-то наподобие преследования, причем человеку хочется интересоваться, да, то есть он проявляет желание. Но другое дело, когда вы думаете о человеке постоянно, но вы не хотите. Вы говорите, мне это мешает, я не хочу о нем думать там, или я не хочу о ней думать, но мне все время она вспоминается. Вот это совсем иная ситуация, и больше здесь, конечно, кармичность, да, проявляется. То есть когда вот с человеком какая-то незавершенная ситуация, и она держит, она как бы заставляет человека вернуться к ней, вернуться, допустим, к этим отношениям, или вернуться к тому моменту, на котором остановилось общение. Ну, допустим, вы о человеке, о котором думаете, ну, вот на протяжении, допустим, года, но не видели его, к примеру, там, несколько лет. Естественно, вам о чем это говорит? Что вам надо найти этого человека, с ним поговорить, встретиться с ним, обсудить. Может быть, вы ему должны, может быть, он на вас обижается. Ну, допустим, вот как часто друзья не виделись давно, но один тоскует, да, а второй живет своей жизнью, у него дела, семья, дети, понятно, забот, хлопот, море. Но вот если вы чувствуете, что вас что-то вот в этом прошлом держит, значит, надо вернуться и как-то эту ситуацию обнулить, чтобы она как программа, она не работала сама по себе и не мешала вам жить в гармонии. Если у вас будут вопросы по теме этого видео, пожалуйста, пишите, есть комментарии, делитесь ими. Если понравилось, ставьте лайк. С вами была Таяна. Всего вам доброго.